Всем привет, друзья! Рад всех видеть на своем канале. Нахожусь я на том самом путике, который ведет в нашу землянку. Из прошлого ролика вы уже могли заметить, что я начинаю обустраиваться внутри. Буду и обустраиваться я и в этом ролике. Везу с собой кирпич, будем обкладывать печку, будем делать полочки, будем делать вешалки, будем делать всего понемногу, друзья. По старой доброй традиции прошу вас поставить лайк под это видео. Ну и подписаться, кто еще не подписался. Начинаем. Всем приятного просмотра. У меня тут, походу, у землянки бушевала буря, упало новое дерево, вот, обломило много веток от елки, вот, счесало с одной стороны. И вижу, на землянке у меня тут елка, макушка лежит. По пути тут тоже лежит макушка сосны. В общем, тут, видать, лес ожил, пока меня не было. Здесь, как обычно, у меня выпал снег. Каждый выезд и каждый раз новый снег. Не бывало такого, что приезжал я сюда без снега. Опять снег убирать нужно будет. Вот, елка молодая упала, наклонилась. Она тоненькая, прямо на крышу ведь легла. Так, труба у меня тут. Ветка какая-то. Ладно. Главное, целая землянка стоит. Но что-то мне подсказывает, была здесь все-таки какая-то буря. Друзья, хочу вам рассказать о карте Тинькофф Platinum, совершать покупки с которой выгодно. Главное преимущество — это совершать бесплатные переводы с подпиской про до 100 тысяч в месяц, получать кэшбэк до 30% баллами у партнеров банка, пополнять карту в любом банкомате страны. Есть возможность оформить рассрочку на год. Можно воспользоваться кредитом до 1 миллиона рублей с беспроцентным периодом до 55 дней. У банка нет офисов, стоять в очереди не придется. Представитель банка может привезти карту в любое место в оговоренное время. Молниеносная поддержка банка поможет ответить на любой вопрос в чате приложения. Сейчас идет акция кэшбэк рублями. Всем, кто оформит карту до 29 февраля, получит кэшбэк настоящими рублями, а не баллами. Заказать карту можно по ссылке в описании. Внутри прямо тепло. Открыл такой легкий, свежий, теплый запах сосны, доски, дров.
Снег я весь раскидал, печку я затопил, печка уже шпарит вовсю. Буду переходить уже внутрь. Сегодня у нас холодно, 20 градусов сейчас показывает, но с утра был такой хороший тридцатничек. Пришли у нас опять к нам морозы в Удмуртию. Следующая неделя там и за следующую неделю будут у нас морозы по прогнозу. В общем, сперва засыпало, сейчас будет давить, так сказать, февральскими морозами. Вот так вот. Ладно, сейчас я буду уже располагаться внутри, буду потихонечку заносить внутрь кирпич, ну и будем уже начинать работать, будем обкладывать печку, ну а потом уже будем заниматься мелкими задачами. Начинаю обкладывать печку. На низ я сделал, так скажем, небольшую площадку из необрезного бруса. Пол у меня неровный, а на этом кирпич у меня будет лежать ровненько. Я здесь уже все подогнал, и в принципе можно уже выкладывать кирпич. Кирпич сперва хотел на ребро вот так выкладывать, но кирпич, друзья, старый, весь косой, выложить не получится, так что буду класть плашмя. Печкой наконец-таки я закончил. Очень на долгое время я отложил вот это дело. Кирпичом обложить, сделать лист на пол. В общем, все. Наконец-то руки дошли. И вот, друзья, все готово. Лист я хорошо прибил, так что никуда не денется. Теперь будет более безопаснее. И вот кирпичом. На самом деле печка за счет вот этих конвекторов, она стену нагревает не так сильно. Но лучше сделать.
лучше перебдить, как говорится. С печкой дела я все закончил, можно уже переходить работать с деревом. Первым делом я начну делать вешалку. Вешалку вот именно сюда, вместо вот этих гвоздей, которые мне уже так давно надоели. Ну а потом будем заниматься полочками, которые будут закрываться вот этим откидным столом. Ну что, я думаю, как-то так нужно прикрутить. Если прикрутить поближе к печке, то тут будет опасно оставлять, допустим, курточку, которую ты положил сушить. Слишком она близко к трубе будет. Нужно немножко сместить, я думаю, ближе к двери. Вот так вот лучше будет. Ну вот примерно как-то вот так, наверное, что ли, вот так сделать. И вообще шикарно. Вот так. Роль крючков у меня будут играть сучки. Вот они. Напилил я сучков со старых упавших деревьев. И вот это у меня будут крючки. Вот так вот. И у меня будет вешалка, можно сказать, в диком стиле. Вот у меня их 5 штук. Сейчас их буду прикручивать. Полочка, друзья, готова. Получилось очень красиво. Решил я обжечь ее, сделать все в одном стиле. Потом еще обожгу столешницу с внутренней стороны. Так что, друзья, это прям, можно сказать, искусство. Можно положить теперь сюда коптер. Сегодня я летаю мало, потому что холодно. Взлетел он у меня, заглючил в мороз такой. Можно положить теперь, отогревать и вещи разные виды, там, электронику, пауэрбанк. Так что, друзья, полочка очень даже и хорошая. Ладно, с крючочками мы с полочками закончили, теперь будем приступать. И дальше буду я теперь делать небольшой шкафчик сюда.
ящичек у нас, либо, не знаю, шкафчик уже преображается. Пока все выглядит еще в черновом варианте. Это нужно мне будет сейчас рубанком пройтись, все сделать заподлицо, чтобы ровненько было. Здесь тоже все сравнять. Ну и вот так вот он у нас будет. То есть в теории нужно будет откидывать стол, и у нас этот ящичек-шкафчик будет закрываться столом. Эти полочки я сделал от балды, так сказать, не заморачивался. Если будет неудобно в будущем, допустим, что-то сюда поставить, можно эту полочку немного будет прикрутить повыше. Вот так вот. Сейчас завершаю все вот эти работы, нестыковочки рубанком. Будем вешать его уже на стену, и там уже будем делать столик. Посмотрите, какой получился шкафчик. Все стороны я обжег. Теперь у нас все в едином стиле со столом. С обратной стороны я прибил ДВПшку. Это чтобы предотвратить попадание мышей внутрь, когда у нас будет стол закрыт. Вот. Осталось его сейчас установить хорошо, ровненько на стену. Вот так вот, друзья. Смотрите, какое сочетание уже. Вот эта ДВПушка сзади, это прямо, знаете, вот так классно получилось. Я когда собирал, почувствовал себя в каком-то цехе по сбору мебели, когда вот эту колотил сзади. Ну все, осталось за малым установить шкафчик на стену, переделать стол, ну и там еще что-нибудь да можно будет сделать. Пока вот так получается. Идеально все. Уровень в 3 плоскостях. Ящик у нас висит довольно крепко, не шатается. Удлиняю я стол на все 15 сантиметров. Равные у меня получается глубине шкафчика. Вот буду усиливать вот этот выступ косыночками небольшими. Вот они у меня вот так будут получается. Ну и потом буду прикручивать стол сюда, вот на этот торец доски. Ну вот и стол готов, друзья. Кстати, стало намного побольше места. Так. Здорово. Раз. И все закрылось. Я забыл вот купить в этом
в этот выход крючок. Вот как сделал я откидную кровать. Так что крючок в следующий раз буду прикручивать. Со столом я закончил. Стол вот выглядит таким образом. С этой стороны я тоже полил. Теперь у нас все в одном стиле. Пока временно откидной стол я фиксирую при помощи такой вот бечевки. Так что это временный вариант. В следующий раз привезу с собой крючок, как вот на откидной кровати. И сделаю сюда точно так же. А пока на веревке. Вот так стол откидывается. Стол стал длиннее, и это стало на самом деле очень удобно. Вот так вот удлинился он у меня на 15 сантиметров на глубину вот этого ящика. И, друзья, вот так вот. Сюда входит у меня термос, правда, без крышки. Сюда можно поставить, не знаю, какие-нибудь разные маленькие бутылечки. Тут можно хранить сахар, соль. Ну, в общем, все что угодно. С задней стороны у него ДВПшка, мыши туда не залезут. И не залезут с этой стороны. Очень понравилась мне вешалка, которую я сделал. Я когда ее прикрутил, я аж прям чуть ли плясать не хотел от радости. Прикольные крючочки в виде сучков. Все очень вписывается, очень сочетается с общей атмосферой землянки. Так сказать, все в диком стиле. Находиться в землянке стало намного безопаснее. Обложил я печку кирпичом, прибил лист железа, и у нас теперь полная тут пожаробезопасность. Вы могли заметить, что появился наличник на окно в виде вот такой вот тоже опаленной доски. Буду я прикручивать еще наличники на это окно, тоже его опалю, и у нас будет прямо здесь уют полный. Будет красиво, будет тепло, будет атмосферно, друзья. Так что заканчиваю вот этим вот я обналичником, ну и, друзья, буду уже готовить. Пока готовил, понял, что нам сюда еще не хватает подставок. Пару подставок, наверное, под горячие предметы. Не хватает сюда сделать скребки, или как их называют, деревянные палочки-то. Перемешивать, чтобы можно было. Ну и там еще много чего. Надоело мне уже дергать дверь за саморез. Нужно будет уже в скором времени прикрутить сюда ручку хорошую, чтобы можно было хорошо закрывать и открывать. Ну и в принципе все. Вот такая работа на сегодня. Хорошо, мне даже самому понравилось. Вот на этот раз я себя прям хвалю. Вот с этой штукой. Вот, еще особенно с вешалкой, друзья. Ладно, будем на этом заканчивать, друзья. Следующий ролик, возможно, может и через ролик, будет у нас выпуск с избы. Давно я там не был, уже больше, где-то, наверное, 2 месяца. Поедем в избу. Там у нас тоже накопилось много делов. Там у нас много снега, будем огребаться. Ну, там, так сказать, банька, ну и тому подобное.
Ну вот так вот, друзья, спасибо вам на этом, что вы оставались до конца. Спасибо, что поддерживаете лайком это видео. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока, до новых встреч.